Представь себе огромную цифровую фабрику, которая производит биткоины. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду тысячи компьютеров по всему миру решают сложные задачи, чтобы создать новую порцию монет. Но каждые 4 года в этой фабрике происходит событие, которое полностью меняет правила игры. Будто кто-то нажимает на кнопку «половина мощности». Производство биткоинов резко сокращается ровно в 2 раза. Это событие называется халвинг, и оно один из самых мощных механизмов, влияющих на цену биткоина. Халвинг — это не волшебство, не маркетинг, не хайп. Это встроенная математическая часть протокола. И именно она позволяет биткоину оставаться самым редким и предсказуемым активом в мире. Сегодня я объясню, что такое халвинг простыми словами, почему он происходит, как он влияет на цену и что может сделать каждый, чтобы подготовиться и даже заработать. А в конце расскажу интересный факт, который редко обсуждают даже опытные инвесторы. Что вообще такое халвинг простыми словами? Когда биткоин только появился, майнеры, люди и компании, которые поддерживают сеть, получали награду за каждый найденный блок. Тогда это было 50 биткоинов. Затем прошло примерно 4 года, и награда уменьшилась до 25. Еще через 4 — до 12,5, потом до 6,25. И так каждые 4 года награда уменьшается ровно вдвое. Это как будто на рынке продают редкие монеты, и вдруг продавцы решают: а теперь будем выпускать в 2 раза меньше товара. Что произойдет? Монеты станут редкими, спрос останется, цена пойдет вверх. Почему халвинг вообще нужен? Биткоин задумывался как цифровое золото, а золото ценно именно потому, что его мало. Ты не можешь просто взять и добыть бесконечное количество золота, не можешь распечатать еще миллион тонн. Оно редкое, значит ценное. Биткоин работает по той же логике. Ограниченное предложение делает его защищенным от инфляции. И халвинг — это механизм, который гарантирует эту редкость на десятилетия вперед. Всего будет 21 миллион биткоинов, ни больше, ни на одну монету. Каждый халвинг приближает нас к завершению эмиссии. Окей, а что происходит с майнерами? Халвинг — это стресс для майнеров. Представь, что ты зарабатывал 100 евро в день, а завтра будешь получать 50 за ту же работу. Это заставляет часть майнеров выключать оборудование или обновлять технику. Но есть и обратная сторона. Майнеры сильнее начинают держать свои монеты, а не продавать их, ведь биткоин становится еще более редким. Меньше продаж, больше давления на рост цены. Почему халвинг почти всегда приводит к росту цены? Важно понимать, халвинг уменьшает предложение, а спрос остается. Но есть еще один фактор – психология и ожидания. Люди знают, что после каждого халвинга цена биткоина через некоторое время резко растет. И это не теория, это история. История прошлых халвингов и что произошло после них. 2012 год. Первый халвинг. Награда упала с 50 до 25 биткоинов. Цена выросла примерно с $10 до более 1000. 2016. Второй халвинг. Цена была около $650. Через 1,5 года она достигла почти 20 тысяч. 2020. Третий халвинг. Цена стояла около 9 тысяч. Через год новый исторический максимум выше 60 тысяч. 2024. Четвертый халвинг. Награда упала до 3,125 биткоина. Рынок снова начал движение вверх, запуск нового цикла уже идет. Каждый раз одно и то же. После халвинга идет накопление, затем рынок разгоняется, а следом рост на десятки и сотни процентов. Когда будет следующий халвинг? Примерно в 2028 году. Точная дата зависит от скорости добычи блоков, но окно — весна-лето. После него награда упадет до 1,560 биткоина за блок. Это еще сильнее ограничит предложение. Как подготовиться к халвингу, чтобы заработать? Вот тут начинается самое интересное. Халвинг — это не однодневное событие. Это целый цикл, который проходит в 3 этапа. Первый этап — накопление. Когда рынок скучный, цена движется боком, а многие вообще забывают о крипте. Это идеальное время покупать частями и спокойно держать. Второй этап — ожидание.
За несколько месяцев до халвинга растет интерес, медиа начинают обсуждать, люди снова возвращаются на рынок. Третий этап – ускорение. Проходит несколько месяцев после халвинга, и начинается сильное движение вверх. Именно здесь большинство пытаются прыгнуть в поезд, но обычно уже поздно. Хочешь заработать – начинай готовиться заранее, а не в последний момент. А теперь обещанный интересный факт. Большинство думает, что халвинг влияет на цену только потому, что уменьшает количество новых монет. Но есть один скрытый эффект, о котором мало кто говорит. Халвинг резко снижает давление продаж со стороны майнеров. Майнеры – крупнейшие продавцы на рынке. После халвинга их доход падает вдвое, а значит, они вынуждены продавать меньше. Это автоматически снижает предложение даже сильнее, чем кажется. И часто именно это запускает крупные восходящие тренды. Так что же важно запомнить? Биткоин – единственный актив в мире, у которого заранее известно, когда и насколько уменьшится выпуск. Никакая страна, никакой банк, никакой политик не могут это изменить. Халвинг – это предсказуемость, редкость и ограниченность. Три вещи, которые исторически поднимали стоимость любой ценной вещи, от золота до земельных участков. И именно поэтому каждые 4 года начинается новый криптоцикл. Если хочешь разбираться в криптовалюте глубже, понимать тренды до того, как их увидят другие, и научиться использовать халвинг в свою пользу, то подписывайся на канал. Ставь лайк, нажимая на колокольчик, и обязательно загляни в описание. Там ссылка на наш телеграм-канал, где каждый день выходят новости, аналитика и инсайды. Впереди много интересного. Ты точно не хочешь это пропустить.